Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, Finder, и сегодня мы с вами поговорим, как вывести ваш стрим на новый уровень. Вот благодаря вот такой вот штучке, которая у меня сейчас в руках, Elgato Camlink 4K позволит вашу камеру подключать как вебку. Не уверен, что она понадобится простым пользователям, а вот стримерам, ютуберам и контент-мейкерам такая штука очень даже пригодится. Стоит она порядка 13 тысяч рублей. Да, это много за просто флешку, но она того стоит, потому что это удобство и качество. И спросите вы меня, в чем же заключается это удобство? А я вам отвечу на этот вопрос буквально через минуту. А пока давайте посмотрим, что у нас идет в наборе. Для начала нас встречает сам переходник. Также есть дополнительный провод в компьютер. Ну и наклеечка, конечно же, куда без нее. Ок, с этим мы с вами разобрались, а теперь давайте поговорим, почему я все-таки купил именно ее и чем же она так удобна. И тут все просто. С ней вообще нет никакой мороки. Вставил ее в ПК, воткнул HDMI в нее и в камеру. И только есть одно но. Именно в моей камере нет полноценного входа HDMI. И мне пришлось из-за этого купить еще вот такой вот маленький переходник. В моем случае я подключал камеру Sony Alpha 7 Mark III. Но, как и можно предположить, что у любой камеры есть свои особенности. Так что на официальном сайте вы можете проверить, подойдет ли ваша камера к данной карте захвата или нет. Для вашего же удобства я оставлю ссылочку в описании. А дальше там же на сайте скачать одну прогу и вуаля, все готово. У нас с вами офигенное качество картинки. В самом приложении вы можете настроить любые параметры, к примеру, даже цветокор. В принципе, смысла сравнивать с моей вебкой нет, так как она у меня самая простая, вроде даже не 1080p, покупалась для онлайн обучения, чтобы учителя видели не меня, а пиксели на экране. Кстати, она с этим справилась на ура. Но все-таки ради примера я вам покажу разницу. Тут у меня даже слов нет, вы сами все видите. А вот по поводу минусов данной штуки, так это ее довольно сильное отставание, плюс-минус 9 кадров. Но это все можно в принципе настроить в самом OBS. К примеру, на микро тоже поставить замедление на несколько секунд, и тогда это вообще никто не заметит. Коль мы уже начали говорить про OBS, я вам быстро покажу, как камеру поставить на наш стрим. Для этого заходим в панель захват окна, выбираем Camlink, и все готово. Так что всем спасибо за просмотр, что вы думаете по поводу данного переходника. И не забывайте подписываться на мой канал, также на Twitch канал, там будут проходить стримы, как вы понимаете, уже в хорошем качестве. Наконец-таки мы дождались этого. И увидимся с вами в новых роликах, так что до скорых встреч. Всем спасибо за просмотр, пока-пока. Также, народ, не зря ко мне вчера эта штучка приехала для стримов. Как вы уже догадались, у нас стримы выходят на новый уровень. В течение 2-3 недель мы будем пробовать, тестить, начинать стримы и, конечно же, улучшать их с каждым разом.